А вы когда-нибудь слышали о загадочных иероглифах, скрывающихся на дне Аральского моря? Нет? А как насчет целого затопленного города, который опровергает некоторые исторические факты? Тоже нет? Тогда это видео точно для вас. Сегодня я расскажу о самых интригующих секретах Аральского моря и его загадках. Приятного просмотра! Аральское море – исчезающее соленое озеро в Центральной Азии, расположенное между Узбекистаном и Казахстаном. Еще около 6 десятилетий назад это было одно из самых крупных озер на планете, занимавшее 4-е место по площади. Но ныне оно почти полностью пересохло, превратившись в пустыню Аралкум, самую молодую в мире. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть уникальное кладбище кораблей. Покинутые суда, стоящие посреди пустыни, как памятник былому величию. Аральское море появилось благодаря ледникам, тающим на склонах горных систем Памира и Тянь-Шаня. С течением времени реки, наполнявшие озеро, то обмелели, то вновь разливались, меняя уровень воды и ее соленость. Около 13 тысяч лет назад из-за уменьшения притока воды соленость озера резко увеличилась. Древние историки также упоминали его под разными названиями. Геродот в V веке до нашей эры называл его Сакским заливом, полагая, что он соединен с Каспийским морем. Арабский географ Истахри в XI веке называл его озером Хорезм. Современное название Арал, что означает «остров», закрепилось, когда озеро стало мелеть, и на его поверхности появились многочисленные островки. Сегодня Арал занимает лишь часть территорий Актюбинской и Кызылординской областей Казахстана, а также республики Каракалпакстан в Узбекистане. Он делится на два отдельные водоема – Малый и Большой Арал, разделенные плотиной. Поверхность водоема сократилась до 8000 квадратных километров, а объем воды упал до 75 кубических километров. Поскольку Арал не связан с мировым океаном, он технически не является морем, хотя его воды имеют уникальный состав. Научный интерес вызывает необычное поведение водоема. Например, течение отклоняется влево, что не свойственно другим водоемам северного полушария, а с увеличением глубины растет уровень кислорода. Эти загадки делают Арал уникальным природным объектом, за что его иногда называют неправильным морем. Вернемся к удивительным особенностям Аральского моря. По общим законам физики и влиянию вращения Земли, водоемы северного полушария склонны отклонять свое течение вправо, но Арал не подчиняется этим правилам. Его течение удивительным образом направлено влево, двигаясь по часовой стрелке. Еще одна загадка – необычная динамика кислорода. В отличие от большинства водоемов, где насыщенность кислородом с глубиной падает, в Арале она наоборот возрастает. В составе воды здесь преобладают сульфаты и карбонаты, ионам которых морская соль обязана уникальным свойством, что превращает ее воду в своеобразный гибрид, объединяющий свойства морской и речной воды. Максимальные температуры в окрестностях Арала, наблюдаемые в июле, порой доходят до 50 градусов, что характерно для соседних пустынь Каракум и Кызылкум. Климат этих мест безжалостен, и здесь могут выжить только по-настоящему закаленные люди, как утверждают сами местные жители. Но почему жизнь на Арале стала настолько суровой, и почему море так быстро исчезает? Основы этого явления заложили массовые ирригационные проекты. В конце 20-х годов прошлого века в Советском Союзе началось активное развитие орошаемого земледелия в Казахстане и Узбекистане, и особенно приоритетно стали выращивать хлопок, белое золото, чрезвычайно требовательное к воде. Для полива полей были проложены каналы от главных рек, питающих озеро, Амударье и Сырдарье, и вскоре потребность в воде так возросла, что Арал начал стремительно мелеть. Будучи изначально неглубоким, с максимальной глубиной лишь около 15 метров,
озеро не выдержало жажды хлопковых полей. Примитивная система каналов теряла значительную часть воды в песках пустыни, не давая шансам на возобновление. Со временем высыхание Арала привело к мрачной картине. Мертвые корабли лежат на бывшем дне, оставшиеся как постапокалиптический памятник. Однако это лишь вершина айсберга. Исчезновение огромного водоема изменило климат, ухудшило здоровье местных жителей, обострило социальные проблемы и нанесло сокрушительный удар по экологии. Ранее море смягчало зимы и давало прохладу летом. Теперь же лето здесь стало жарким и сухим, а зима – холодной и суровой. Но изменения коснулись не только природы. Высыхание Арала серьезно сказалось на жизни людей, чья судьба была связана с этим морем. What? Когда в 1980-х годах рыбная промышленность на Арале окончательно прекратила существование, 60 тысяч человек остались без работы и были вынуждены покинуть свои дома. Климатические изменения и растущая экологическая угроза вынудили уехать даже тех, кто не зависел от рыболовства. Если в 60-х в Арале обитало свыше 40 видов рыб, то к концу 70-х их осталось всего 6. В попытке спасти рыболовство в 70-е годы завезли черноморскую камбалу, но к 2003 году концентрация соли и химикатов возросла настолько, что камбала исчезла. Bro, what are you talking about, man? Сейчас в оставшихся водах Арала водятся в основном карповые и окуневые, такие как лещ, сазан, усач и вобла. Для поддержания биоразнообразия сюда также переселили некоторых беспозвоночных, например, виды креветок и бычков, способных выживать в соленой воде. Опустошение Арала за последние 40 лет породило новую угрожающую пустыню – Аралкум. Вместо былого моря осталась огромная токсичная пустыня, наполненная солеными пылевыми бурями, которые разносят ядовитые вещества на сотни километров. Реки Амударья и Сырдарья, впадавшие в Арал, несли с собой тонны пестицидов и токсинов, осевших на дне. Теперь эти опасные частицы взмываются в воздух и, как соль на раны, накрывают ветрами всю округу. Когда-то здесь выращивали овощи, но сегодня на этих землях ничего не растет, а скот нужно искать в сотнях километров от бывшего берега. Эта экологическая катастрофа привела к ухудшению здоровья местного населения. С 60-х годов среди жителей участились случаи лейкоза, тифа, хронического бронхита, астмы и других заболеваний. Путешествие в регион Арала требует от туристов серьезной подготовки. Климатические и экологические особенности могут быть небезопасными даже в составе экскурсии. Головные уборы, одежда, защищающая от ветра и пыли, а также обильные запасы воды обязательны. Пеший маршрут через Аралкум считается крайне рискованным, а лучшее время для поездки – ранняя осень, когда погода сравнительно мягкая. Пустыня Аралкум – самая молодая на Земле, и ее площадь уже составляет около 38 тысяч квадратных километров. Некоторые смельчаки, побывавшие в Аралкуме, рассказывали, как попадали в пыльные бури и видели соленый туман, оседающий на растениях в виде белого налета, будто покрытого химикатами. Okay. Печально, но эти суровые условия наносят непоправимый ущерб здоровью местного населения, вынуждая многих уезжать из этих опустошенных земель. Давайте направимся к еще одному удивительному уголку Аральского региона, который находится в Кызылординской области возле села Акеспе. Do me a favor, please. Get out of here. Здесь, посреди степей, в 1986 году во время бурения гидроэкспедицией открылся термальный источник. Скважина пробурила бывшее дно Аральского моря и на глубине около 1200 метров достигла подземного резервуара с горячей минеральной водой температурой около 62 градусов.
Уже более 30 лет мощный соленый фонтан бьет вверх на высоту более 2 метров, образуя небольшой ручей, где местные жители нашли необычное место для купания. Местная молва приписывает источнику целебные свойства, и теперь люди приезжают сюда со всех уголков Казахстана. Минеральная вода богата полезными элементами, благотворно влияющими на здоровье суставов, кожи и нервной системы. Но стоит помнить, что принимать горячие ванны следует умеренно, не более 2 раз в день и не более 30 минут. New face filters on Instagram today. Это удивительное место стало настоящей достопримечательностью, которую стоит увидеть каждому путешественнику, посетившему Аральский край. Но что за тайны хранят воды Арала? Одной из загадок моря стали необычные знаки, обнаруженные на его высыхающем дне. Впервые эти странные линии, или аральские геоглифы, заметил гидролог Борис Смердов в 1990 году. Исследователи, включая самого Смердова, предположили, что эти фигуры, возможно, представляют собой послание, оставленное высокоразвитой внеземной цивилизацией. В своих работах Смердов описывает эти таинственные узоры, линии и полосы, образующие фигуры шириной от 2 до 50 метров и длиной до 100 километров с боковыми грунтовыми насыпями, как след от гигантского бульдозера. Некоторые из них имеют ровные входы и заканчиваются поперечными жгутами. Подобные линии были найдены также на дне Северного Каспия, что лишь усиливает загадочность. Происхождение этих загадочных бороздок и линий порождает разные гипотезы. Ученые предположили, что они могли появиться из-за ледяных глыб, двигающихся по дну или под воздействием ветров, волочащих льдины. Однако Смердов категорически отвергает такие версии, посвятив всю свою жизнь разгадке тайны аральских геоглифов, так и не сумев доказать внеземное происхождение. Интересный факт. Один из узоров, так называемая «звезда» или «роза ветров», оказался аэродромом на острове Возрождения, близ Аральска-7, засекреченного города. Тайна же остальных аральских знаков остается до сих пор неразгаданной. Кстати, о Каспийском море. Согласно одной из увлекательных легенд, Аральское и Каспийское моря могут быть связаны подземным ходом или пещерой, которая соединяет эти два водоема. Этот миф получает некоторое подтверждение благодаря интересному факту из советских времен. В то время на озере Курдымколь был запущен специальный индикатор, известный как «меченый атом», который позволял отслеживать круговорот элементов в природе. Однако после того, как индикатор был запущен, он неожиданно исчез. I don't think you have the facilities for that, big man. Позже его обнаружили на Каспийском море, что заставило многих задуматься о возможности тайной подводной связи между этими двумя водоемами. Добро пожаловать на загадочный остров Возрождения, где когда-то располагался секретный советский город Аральск-7. Этот закрытый поселок был частью тайного полигона СССР для испытаний биологического оружия. Сегодня остров словно зачарован. Здесь почти не осталось ни растений, ни животных, ни людей, и до сих пор окружающая его атмосфера окутана мрачными легендами. Советские ученые прибыли на остров Возрождения в 1972 году, чтобы запустить засекреченный проект, связанный с биологическими исследованиями. Место было полностью изолировано и вскоре превратилось в жутковатую зону, где занимались разработкой смертоносных патогенов, включая чуму, оспу, брюшной тиф и бруцеллез. Остров разделили на две части. В одной находился обширный комплекс лабораторий, а другая, известная как Кан-Тубек, была настоящим городом для ученых и их семей. Здесь же в промышленных масштабах производили возбудители сибирской язвы. В 1988 году произошла утечка опасного вируса, что привело к человеческим жертвам. Споры, содержащие патогены, дезинфицировали, смешав с отбеливателем, и захоронили в ямах, видимых даже на спутниковых снимках. Сибирская язва оказалась невероятно стойкой. Споры выдерживали высокие и низкие температуры, а также были устойчивы к антибиотикам.
а их размеры в десятки раз меньше человеческого волоса. Даже сегодня эти споры могут скрываться в почве, оставляя остров потенциально зараженным. С начала 90-х годов остров Возрождения покинули все обитатели, и с тех пор он пустует. Сегодня он уже не остров, а часть солончаковой пустыни Аралкум, но остается зоной с тревожным прошлым. Хотя проводились работы по очистке территории, многие сомневаются в ее безопасности. США в свое время предложили $6 миллиардов для завершения проекта дезактивации острова. На протяжении недели его обрабатывали порошковым дезинфицирующим средством, уничтожив часть спор. Но воздух в районе все равно считается зараженным, и лишь немногие, в основном журналисты, решаются посетить его, облачившись в защитные костюмы. My disappointment is immeasurable. Такова тревожная история острова Возрождения, места, где когда-то существовал один из самых секретных городов СССР. Что же еще удивительного скрывает этот таинственный водоем? На его дне обнаружилась своя затерянная Атлантида. В 2001 году в Казахстане начались археологические раскопки, в ходе которых на высохшем дне Аральского моря ученые наткнулись на древний средневековый город, получивший название Арал-Асар. При первом взгляде на это место археологи не могли поверить своим глазам. На фоне белоснежной соли проступали очертания древних построек, включая мавзолеи и некрополи. Площадь этого загадочного населенного пункта составляет около 6 гектаров, а найденная керамика датируется XIV веком. Вокруг городища располагались 2 мавзолея, и, судя по обнаруженным орудиям сельского хозяйства, его жители занимались земледелием. В частности, выращивали рис и перемалывали его в муку. Это уникальное открытие опровергло предвзятое мнение о том, что в XIV столетии Среднюю Азию населяли лишь кочевники и скотоводы. Склады, окружавшие город, а также ирригационные системы свидетельствуют о том, что местные жители могли экспортировать муку по Великому Шелковому пути. Город был построен капитально, что указывает на намерение его населения остаться на этом месте. Вероятно, Арал-Асар был внезапно затоплен, когда воды Арала поднялись, унося с собой эту цивилизацию. Исследования древнего городища продолжаются и сегодня, вызывая огромный интерес у археологов. Да уж, секреты, которые скрывает Аральское море, действительно невероятны. Но не так невероятны, как зарплаты наших сотрудников. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.